Всем привет! В этом видео мастер-классе мы с вами научимся вязать квадратную корзинку с деревянным дном. Научимся обвязывать дно вот такой вот красивой обвязкой, делать четкие углы на корзинке и научимся делать новое бесшовное соединение с помощью хвостика. Давайте начнем. У меня деревянное донышко 15 на 15 сантиметров, крючок 7 миллиметров и трикотажная пряжа стандартной ширины. В этом видео я вам покажу новый способ бесшовного соединения с помощью хвостика. Поэтому для начала, перед началом вязания, нам нужно оставить пряжу длиной примерно 50-60 сантиметров. Вот такой вот длины хвостик. Сначала мы будем обвязывать дно. На том месте, на котором вы начинаете обвязывать дно, у вас по всей корзинке будет соединение, то есть шов либо бесшовные соединения, которые я покажу вам сегодня в мастер-классе. Итак, пусть оно у меня будет здесь посередине, поэтому я начинаю вязать вот с этого места. Хвостик мы оставляем, вяжем с помощью нити, которая идет от клубка. Для начала нам нужно обвязать дно с помощью соединительных столбиков. Как они вяжутся? Мы просто захватываем нить крючком и сразу же протягиваем ее через петлю на крючке. У нас получается вот такая вот косичка. Таким образом мы должны обвязать все дно. Итак, обвязали дно по периметру и, не доходя одного отверстия, рабочую нить, которая у нас идет от клубка, мы оставляем. И сейчас провяжем последнюю петельку вот этим вот хвостиком. Заводим крючок в отверстие в следующее. Здесь захватываем хвостик, вытаскиваем его через отверстие, протягиваем через петлю на крючке и полностью вытягиваем весь хвостик на лицевую сторону. Здесь немножечко подтянем рабочую нить. Дальше заводим крючок вот под эту вот петельку, под косичку, захватываем хвостик и выводим вот сюда. Теперь нам нужно сформировать здесь продолжение косички вот таким вот образом. То есть наш хвостик должен уйти вот сюда, вот в это отверстие. Заводим крючок с изнанки, захватываем хвостик и выводим его также на изнанку. Все петельки подтягиваем и рабочую нить, и хвостик, чтобы у нас получился ровный, аккуратный шов. Вот такая вот обвязка. Теперь нам нужно будет закрыть вот эти части нашего дна. И потом мы перейдем уже на стенки. Хвостик оставляем, вязать будем с помощью рабочей нити. Идем в отверстие, из которого у нас выходит хвостик, вот сюда. Заводим крючок,
захватываем рабочую нить, вытаскиваем и провязываем столбик без накида. Дальше идем в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем столбик без накида. И таким образом продолжаем обвязывать все дно по периметру. На углах для того, чтобы повернуть, мы будем делать прибавки. Сейчас дойдем до угла, и я вам покажу. Итак, вот наш угол. И давайте провяжем сюда 1. Так, здесь, наверное, можно даже взять крючок потоньше. 2. И попробуем еще 3 столбик. Если совсем не пролезает крючок, возьмите потоньше. Вот так. Провязали угол и идем дальше. Снова дошли до угла и снова провязываем в него 3 столбика без накида. 1. 2. И 3. И давайте довяжем до конца, вот до сюда, и встретимся. Я покажу, как соединять ряд. Итак, дошли до конца. Вот такая красивая обвязка у нас получилась. И нам осталось провязать 1 петельку. Пока мы вяжем рабочей нитью, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить. Но вот эту последнюю петельку мы будем провязывать верхнюю ее часть с помощью хвостика. Теперь берем хвостик и провязываем эту верхнюю часть хвостиком. Провязали, его вытягиваем. И нам осталось всего лишь соединить ряд с помощью хвостика. Вводим крючок в петлю, которая у нас была первая провязанная, вот таким образом. Захватываем хвостик, вытягиваем его на лицевую сторону. И теперь нам осталось его вывести на изнанку. Если вы вот так вот его положите, то будет понятно, что вот в это место он должен зайти. С изнанки мы заводим крючок под перемычку сзади петли и вот в эту косичку. Захватываем хвостик и протягиваем его на изнанку. Петельки подтянем и смотрим. Вот такое вот аккуратное
соединение абсолютно без шва у нас получилось. Дальше начинаем вязать стенки. Снова хвостик мы откладываем, он нам пока не понадобится. Вяжем с помощью рабочей нити. Корзинку я буду вязать узором галочки. Немножечко вот так вот согните то, что вы связали, для того, чтобы стеночки таким вот образом уже стали загибаться. Находим петельку. Вот у нас тянется хвостик. Вот она, эта петелька, которая тянется хвостик. И вот в эту галочку, вот этот хвостик у нас здесь находится, вот в эту галочку мы начинаем вязать. Заводим сюда крючок. При вязании узором галочки с лицевой стороны мы вводим крючок между двумя перемычками, как бы в галочку, а сзади он должен у нас выйти вот под этой перемычкой. Захватываем теперь мы уже рабочую нить и провязываем первую петлю. Дальше идем в следующую галочку и провязываем столбик без накида. Таким образом вяжем до угла, и на углу мы с вами будем формировать острые уголки, для того, чтобы они у нас были четкие. Итак, здесь у нас было 3 петли. Давайте сделаем вот эту вот петельку, чтобы она у нас была как раз средняя петля была у нас остренькая. Как это делается? Мы заводим крючок в петлю перед уголком, вот таким образом. Дальше сразу же заводим крючок в петлю, в которой хотим формировать этот уголок. У нас на крючке, так, сейчас я вытащу, вот. Теперь у нас на крючке, как вы видите, 3 петли. Эту петельку мы с крючка снимаем и сначала провязываем вот эти 2 петли. Дальше снова крючок надеваем в следующую петельку и провязываем уже ее. Вот таким образом. Дальше снова вяжем узором галочки до следующего угла. И доходим до следующего угла, делаем здесь то же самое. В эту петельку мы ныряем, вытягиваем петлю, дальше ныряем в следующую петельку, также вытягиваем петлю, не провязываем, спускаем третью петлю с крючка. Провязываем сначала эти 2 петли, снова надеваем петлю на крючок и провязываем уже ее. Вяжем дальше. Давайте довяжем сейчас до соединения, и я снова покажу, как мы будем это делать.
Не забываем по углам вязать уголки, как я показала вот здесь, да, делаем острые углы. Итак, дошли снова до соединения, у нас осталась последняя петелька. Провязываем ее, точнее захватываем рабочую нить, находим хвостик и провязываем петельки хвостиком. Вытягиваем его, рабочую нить подтянем и здесь делаем соединение. Заводим крючок под петельки, под первую петлю, которую мы провязали. Хвостик вытягиваем на лицевую сторону. Крючок заводим под перемычку и вот сюда, в середину косички. Захватываем хвостик, вытягиваем его наизнанку. Теперь все петельки подтягиваем аккуратно. Хвостик у нас немножко истончается постепенно, потому что все-таки мы его постоянно протягиваем, перетягиваем. Дальше приступаем к вязанию третьего ряда. Снова находим галочку, вот эту, где у нас петля с хвостиком тянется, вот сюда. В эту галочку вставляем крючок, захватываем рабочую нить и делаем первую петлю. Дальше вяжем до угла, где будем делать его четким. Вот у нас эти петельки. Заводим крючок в первую галочку, вытягиваем петлю, сразу заводим во вторую, снова вытягиваем петлю, спускаем ее с крючка, провязываем сначала вот эту вот первую петельку, снова надеваем петлю на крючок и провязываем ее. Вяжем дальше. Теперь давайте самостоятельно провяжите до места соединения. Я покажу еще раз его. И потом уже будем вязать корзинку на нужную нам высоту и заканчивать вязание. Итак, подошли к последней петле. И здесь снова нам на помощь придет хвостик. Провязываем последнюю петельку. Проходим в нее, захватываем рабочую нить. Дальше берем хвостик и провязываем 2 петли хвостиком. Его вытягиваем. Рабочую нить немножечко подтянем и замыкаем наш ряд. Подтягиваем все петельки, рабочую и хвостик. И вяжем дальше. Давайте свяжем теперь на нужную высоту корзинки, а затем встретимся и я покажу, как связать последний ряд и закончить вязание. Итак, вот что у меня получилось. Я связала еще несколько рядов и на этом остановилась. Моя корзиночка будет невысокой. Так, здесь я соединила последний ряд, и сейчас мы с вами должны будем сделать просто обвязку по верху, просто соединительными столбиками. Теперь мы будем заводить крючок не в галочке, а вот под верхние косички, вот сюда. Заводим крючок под косичку, из которой у нас исходит хвостик, вот таким образом.
захватываем рабочую нить, вытягиваем. Дальше снова вводим крючок под петельки, захватываем, вытягиваем и провязываем через петлю на крючке. Таким же образом мы с вами, если помните, обвязывали дно. И сейчас мы делаем то же самое. По всему периметру верха нашей корзинки мы прокладываем вот такой вот шов. Таким образом у корзинки получается более законченный вид. Вы можете связать корзинку абсолютно любой высоты, но только, пожалуйста, помните при этом, что в самом начале хвостик вам нужно будет оставить побольше или поменьше, смотря какой величины корзинку вы хотите связать. Так, давайте довяжем до конца и будем уже заканчивать наше вязание. Дошли до конца, у нас осталась последняя петелька, в которую нужно будет провязать. И мы здесь будем делать то же самое, что и делали на дне. Заводим крючок, вот мы вязали с помощью рабочей нити. Теперь заводим крючок под последнюю петельку, под предпоследнюю, скажем так. Захватываем теперь уже хвостик, протягиваем его через петельки, выводим сюда на лицевую сторону. Здесь все делаем аккуратно, ровненько, чтобы у нас вот эта косичка продолжалась. И здесь мы заканчиваем вязание, как обычно. Замыкаем последний ряд, формируем последнюю петельку. Итак, вот что у вас в итоге должно получиться. Шва мы не видим, все аккуратно. Вот такие получаются уголки у корзинки. Сейчас нам остается только лишь спрятать вот эти вот кончики. Я буду прятать с помощью иглы. У меня эта игла металлическая, есть также игла для трикотажной пряжи пластиковая. Но я советую все-таки приобрести металлическую, потому что пластиковая любит ломаться. Сейчас просто нужно кончики спрятать, проводя их под петельки на изнанке в разных направлениях, для того, чтобы у вас получилось крепко. Старайтесь это делать тоже аккуратно, чтобы было как можно менее заметно. Все-таки шовчик небольшой остается, когда вы прячете кончики. И второй кончик. Итак, вот что в итоге у вас должно получиться. Вот такая вот замечательная корзинка. Обязательно последним этапом проведите для корзинки ВТО. То есть отпарьте ее утюгом с паром. Обязательно через ткань. Трикотажную пряжу не рекомендуется все-таки гладить утюгом, потому что она может
испортится, да, начать лосниться, станет светлым. Никогда не пренебрегайте этой процедурой ВТО, потому что благодаря ей ваши изделия будут выглядеть более аккуратными. В процессе отпаривания трикотажной пряжи, да и другие шнуры раскрываются, петельки становятся более воздушными, более ровными, поэтому обязательно это проделайте. Всем спасибо за внимание. На этом мой мастер-класс окончен.